Я вам уже обещал остановиться и показать эти склепы, так называемые. Жизнь. Вода — это жизнь. Здесь. Полностью в песке, как вы видите. Так, картер сел. Нужно что-то делать? 5 minutes later. Получается, хотел контента, получил контента. Такое впечатление, будто вы находитесь в тюрьме, где бы вы ни были. Цикл. Так как я думаю, что на ночь парковаться здесь нельзя, потому что знак напротив вот такой вот. Вот таких вот очень много нарисовано. Вот мы используем все подручные средства. Нашел какую-то балку, чтобы выгнать дугу. И вам доброе утро. Проснулся сейчас часов 8, наверное. Ночь была так себе. Океан громкий очень, поэтому будет и нормально, никто не мешал. И Рекс меня охранял. Все, уже собрался, как вы видите. Сейчас потихоньку трону. Задача сегодня показать мексиканские города, чем они живут, как они живут. Так я поеду в какое-то городишко, там закинусь, наверное, в отеле. И хочу ночью, ну, не ночью, а вечером пройтись, посмотреть жизнь Мексики в городе, рестораны такого типа. Если предыдущие 2-3 дня у меня были все связано с природой, то сегодня у меня будет связано с людьми. С утра немножко разомнемся. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you... Я вам уже обещал остановиться и показать эти склепы, так называемые, маленькие будки. Ну вот, люди кладут цветы, свечи и оставляют память. Решил остановиться просто нигде. По дороге показать вам романтику мексиканского путешествия. Вот кругом океан, мой мотоцикл, острова, горы. И это прекрасная дорога, на которой никого нету, кроме меня. И вот я. Кофе я не нашел, очень жарко, сейчас я часа 2 уже еду. Остановился в местечковом магазине здесь. Магазин маленький, конечно, вот сейчас покажу вам. Купил водички, хоть холодный. Это тут как жизнь, вода — это жизнь здесь. Сейчас покажу магазин. Тут обязательно вода. Тут что-то напоминающее из нацистского немецкого символики. Но это их пиво. Теката. Вот везде. Опять. Вот весь магазин, в принципе. Не густо, но это ближайший магазин, который тут был за пару часов. Это звонящий океан. Мне еще долго ехать, только сейчас проехал. Так что вперед. Вот, застрял полностью в песке, как вы видите. Так, картер сел. Мотоцикл даже стоит без
без опоры. Температура где-то 40. Нужно что-то делать. Будем сейчас его стараться вытаскивать. Весь потный, конечно. Мотоцикл я вытащил. Спросите, как? Я его завалил и начал крутить, чтобы выйти из ямы. Когда вышел из ямы, переключил в оффроуд мод, выключил все, что можно выключить, все системы, и газом стартанул. Вот. Здесь я вышел. У меня все в порядке, едем дальше. 5 minutes later. Получается, хотел контента, получил контента. Решил съехать в песок, такой глубокий песок, и попробовать поехаться на груженном мотоцикле. И как вы уже видели результат, не совсем получилось. В принципе, получилось. Я не ожидал, что далеко заеду. Я просто ожидал, что я выйду. Я застрял. Потом бросил мотоцикл, потом его развернул, потом вышел. В принципе, сделал все по классике. Все, сейчас немножко отдыхаю, сил нету. Фу. Наверное, полчаса проебался. Извиняюсь. Промучился с этим. С выходом. Вывезу мотоциклы. Ладно, едем дальше. Смотрите, какая красота вокруг меня. Конечно, градусов уже сейчас 38. Поэтому не могу полностью насладиться этой красотой, скажем так. Сейчас нужно поехать и на скорости немножко почувствуйте ветерку. Ладно. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Тут я хотел специально остановиться и показать вам огромнейший солончак. Также называется солончак Сур. Он образовался где-то миллионы лет назад, когда на этом месте находился древний океан. Океан назывался Северно-Калифорнийским морем. И миллионы лет назад, когда он испарился, образовалось, как видите, это огромное море с правой стороны. Как будто снег в Мексике, правда? Да, так вот, образовался он миллионы лет назад. Один из самых крупных солончаков в мире. Он с собой привлекает много туристов своей уникальной красотой. Ну, не только солончак красивый. Смотрите во все стороны. Просто уникальный ландшафт и горизонт, уходящий в остров облакам. Вероятная красота. Ну, едем дальше. Получается, уже ед, наверное, 40 вдоль этого солончака, и все, он продолжается и продолжается, просто расстилается на сотни километров. Я так посмотрел, он около 100 километров длиной. Действительно, просто огромная махина. Наконец-то остановился. 5 часов ехал через пустыню, температура 40. Я весь измотан. Уже на характер ехал. Остановился наконец-то первое место с кондиционером за 2 дня. Сейчас я закажу что-то. В первую очередь заказал аква-минералы. Это водичка с газами, потому что пить я уже изнурен. Пить хочется. Вообще жарко, сейчас немножко отойду, у меня, по-моему, скоро тепловой удар будет. Уже недалеко от границы, так что, в принципе, прогресс сделал. На улице сейчас 40. Подожду немножко, приведу себя в порядок и дальше. И мексиканская еда. Это у меня севичи. Ну, это вы поняли, что аква-минералы. Как мы обедаем. Такая сбегаловка здесь. Очень чистенько, очень приятно. И главное, есть кондиционер. Так что приятного аппетита мне. Ну, я вам обещал показать немножко местные города. Вот вам
Вот вам Мексикали. Мексикали стоит на границе Мексики и Штатов и граничит с городом Калексо. То есть такая игра слов получилась и креатив местных. Так как город пограничный, ну достаточно чистый, кстати, я думаю, из-за того, что он пограничный. Ну, кроме этой поганой стены, которую Трамп построил, сейчас вы ее увидите. Ну вот и обещанная стена. Как вы понимаете, это уродство стоит везде, и в Тихуане, и в Мексикали, и везде. Такое впечатление, будто вы находитесь в тюрьме, где бы вы ни были. То есть она такая высокая, такая громоздкая, что вы увидите везде. Это чувство унижения, я думаю, испытывает каждый мексиканец. Ну вот уже за поворотом мы подъезжаем к самой границе. Вон эта стена открылась немножко. И уже окажемся в Штатах. Штат будет Калифорния, с которого мы быстро выйдем и попадем сегодня в Аризону. У меня такой план. Он немножко изменился. Окей, все, нужно сейчас переговорить с местными. Whew. How are you? Good, good. How are you? What day? Need the papers? Alright. Что, друзья, вот я опять в Америке. С утра я думал, что поеду в какой-то мексиканский городишко, там закинуть на вечер, покажу вам вечернюю жизнь. Но планы поменялись. И это одно из преимуществ поездок на мотоцикле. Я решил проехать всю Америку через весь Дикий Запад и поехать напрямик домой уже. Если раньше у меня были планы оставить мотоцикл где-то в Техасе, в Аризоне и оттуда полететь, то нет, буду ехать. Мексика благополучно закончена. Проехал Баху, вернулся, спокойно проехал через границу, скачал в Калифорнию и сейчас в Аризоне, в своей любимой Аризоне. Единственное, что эта погода у нас, конечно, около 40, и ночью будет 35 где-то. Я очень хочу тут остановиться. Есть одно место, племя Хопи, от 2 до 4 тысяч лет назад там оставили пентаграфы на камнях, рисунки. Так, есть рядом с этим местом парк. Хочу там остановиться, хоть жарко будет, но стоит таково. Сегодня уже все эти мучения прошел, можно сказать. Я уже в часе, даже меньше, чем час осталось доехать. Сейчас нужно срочно что-то холодненького покушать. Попить, в смысле. И дальше есть. Наконец-то приехала. Где-то часов 9 езды. Сейчас покажу, где я запарковался. Прям под крышей здесь. Чтобы не видно было мотоцикл. Так как я думаю, что на ночь парковаться здесь нельзя. Потому что знак напротив вот такой вот. Ну, ладно. 8 часов я где-то... 8:39 часов я ехал. Из них, наверное, 8 на характере, потому что 40 градусов через пустыню. Инфраструктуры Мексики нету. Есть, но так себе. Много бездора. Много всего. Много приключений. 2 раза мотоцикл положил. 1 раз закопал. В общем-то, день был, конечно, интересный. Сейчас буду уже отдыхать. Потом сейчас сниму вам самое главное, зачем я сюда приехал. Ну вот, как я обещал, этот сайт славится своими петроглифами. И сейчас я вам буду их показывать. Видите, это люди нарисовали много-много лет назад. Я думаю, 2-3 тысячи лет назад, но никто не знает точно когда. Единственное, что, конечно, всякие уроды тут добавили свои автографы. Да ладно. Сейчас я вам покажу.
покажу весь вид здесь. Обойду сейчас, чтобы солнце не светило так. Мало что известно о племени Хопи. Легенды говорят, что от 2 до 4 тысяч лет, но на самом деле никто совсем ничего не знает ни о них, кроме этих петроглифов. Висит большой камень в петроглифах. Очень много вот таких вот. Я даже не знаю, что это значит, но сейчас вам покажу. Вот таких вот очень много нарисовано. Вот святое место для индейцев называется Medicine Circle. Медицинская окружность, круг. Смысл ее в том, что все шаманы, все ритуалы религиозные совершались здесь. И тут много смысла имеет. 4 стороны — это юг, запад, восток, север. На каждой стороне еще разный цвет и по-разному животному. Вот приятно было увидеть прямо напротив меня. Вот здесь вот я ночую. И вот здесь вот петроглифы. Damage control, как говорится, что у нас это. Что поломалось, когда я упал. Ну, это понятно. Это я потом зафиксирую завтра с утра. Здесь у нас приплюхнулась полностью банка с водой, но вода не вытекает, слава богу. И решетка картера придвинулась, вот как вы видите, к картеру. Посмотрим с другой стороны, как она должна быть. Она должна быть открыта вот так вот, как вы видите. Это все завтра починю, это все ерунда. Слава богу, что мотоцикл весь в порядке. И я тоже. Потому что сегодня было пару падений. И, как говорится, меня тоже с почином. Вот мы используем все подручные средства. Нашел какую-то балку, чтобы выгнать дугу. Вот сейчас я ее как раз от картера немножко отделю. Все, как вы видите, есть просвет. Все сделано. Ровно стоит. Завтра я ее заклею. И все. Ну и сделаю зеркало. Это уже все завтра. Сейчас темнеет. До завтра.